Друзья, приветствую вас! Это обзор выходного дня. Давайте сегодня мы с вами посмотрим, что происходит с российской экономикой с точки зрения через призму фондовых индексов. И посмотрим, поанализируем, какие предстоят движения по наиболее интересным, наиболее ликвидным бумагам на предстоящей неделе. Начнем давайте с российского ВИКС, он же RGBI, потому что он как раз отображает только с другим знаком, что происходит на российском рынке, какие ожидания, ужас. И что мы с вами видим? Месячный таймфрейм не удержался RGBI, пробил сильную поддержку, которая находилась в районе 145,3. И сейчас здесь формируется движение. Цель этого движения сначала 139,3 и потом движение на 133,4. На текущий момент, конечно, еще вероятно, что будет разворотная формация и возврат на этот уровень 145,3. Однако вероятность такого события сейчас она невелика. Причина тому, реальная причина, это состояние российской экономики раз. И, соответственно, геополитические риски, которые возникли в ситуации на Донбассе. Но обращаю внимание, если мы посмотрим вообще всю мировую историю, не только России, как правило, напряжение геополитических рисков, угроза войн, она возникала именно тогда, когда была очень непростая и, скажем так, аховая ситуация в экономике. Потому что все дестабилизирующие факторы, войны, кровопролитие и так далее, они являются именно следствием того, что экономика заходит сама или не сама в соответствующее состояние. Переходя на недельный таймфрейм, что мы здесь с вами видим? Мы здесь с вами видим, что здесь по сути с наибольшей степенью вероятности пробитие уровня 145,3 состоялось. И сейчас формируется движение, цель этого движения это 139, 139,3, вот этот диапазончик. Но несмотря на весь этот ужас, американские спекулянты, судя по данным SOTS FTC, они все равно не теряют веру в рубль. Ну и переходя на дневной таймфрейм, здесь у нас ситуация указывает на то, что пока никаких сигналов на разворот и отскок нету. И если в ближайшее время, в ближайшие 1, 2, 3 дня не будет отскока и возврата выше 145,3, то здесь весьма вероятно развивается движение, у которого первая точка движения будет район 139,3. Если такое происходит, чем это чревато? Это чревато тем, что будет очень активно идти выход из российских активов, и, соответственно, это непосредственно, конечно же, затронет и курс рубля, и российский фондовый рынок. Поэтому такой риск, как дамоклов меч, он, конечно, сейчас нависает, отрицать его совершенно нельзя. А с другой стороны, если мы возвращаемся к месячному таймфрейму, у нас сейчас текущая ситуация такова, что в любой момент может произойти разворот и движение, которое попытается закрепиться на 145,3 вот здесь вот. Итак, смотрите, здесь критерий следующий. Если в ближайшее время, начало недели предстоящее, здесь происходит коррекционный отскок и закрепление выше вот этого значения 145,3, то это будет свидетельствовать о том, что вот этот весь ужас, который накопился в связи с ситуацией на Донбассе и так далее, он как-то в ближайшее время начнет рассасываться и все само собой более или менее образовываться. Если такого не происходит, то здесь развивается движение, цель которого конечная это 133, 134, 133, вот этот диапазон. И такое движение, оно будет для нас чревато тем, что начнется исход из российских активов и ослабление курса рубля. Так, друзья, дальше давайте перейдем к другим нашим ключевым индексам. Это ММВБ и РТС. Индекс ММВБ, месячный таймфрейм, ну вот здесь начиная там с нулевого 99-го года. Какие можно сделать выводы относительно того, что происходит сейчас? Ну смотрите, вот здесь вот, конечно, был бурный рост, он сопровождался очень сильной позитивной динамикой цен на нефть. Далее, в связи с кризисом 2008 года, здесь возник провал. После этого провала возник чудеснейший рост, но, как мы с вами видим из этого графика,
рост прервался в апреле 2011 года. Вот. Здесь, соответственно, пошла стагнация. И вот все это время до начала 2015 года, ну там до весны 2015 года, здесь четко видна стагнация. Не помогали ни высокие цены на нефть свыше $100 за баррель. Вот. И потом пошло вот это движение вверх в 2015 году, в начале, рост индекса ММВБ. Это, по сути, является компиляцией экстенсивного роста показателей, которые возникли за счет так называемого импортозамещения. И, собственно говоря, то, что фондовый рынок использовался как safe haven по отношению к инфляции. Очень сильно бушевала инфляция из-за девальвации национальной валюты. И, соответственно, начали скупать акции для того, чтобы от этой инфляции уйти и минимизировать ее ущерб. И вот весь этот рост, по сути, тут были монетарные процессы в основном. Во-первых, попытка избавиться от инфляции. Во-вторых, процесс, который начался, но он начался где-то осенью 2019 года и усилился в начале 2020 года, когда вот эти все ковидные процессы разразились. Это приход большого количества физических лиц на российский фондовый рынок. И вот мы с вами здесь четко видим и вот этот мощнейший рост, и значительный рост объемов. Все это указывает на то, что люди стали вытрясать депозит из банков и приходить на российскую биржу. Вот. Но обращаю внимание, что на самом деле вот весь этот рост, который начался, но он как бы вот пошел в 2015 году и в 2016 году в марте мы пробили вот эту сильное сопротивление, которое стало поддержкой. То есть вот это все движение, по сути, это экстенсивное наращивание показателей плюс борьба с инфляцией. То есть акции используют как средство, которое позволяет преодолеть большую инфляцию, которая имеет место быть в стране. Далее, если мы с вами перейдем к индексу РТС, который на самом деле даже является более показательным, чем индекс ММВБ, потому что он в долларах. Что бы там ни говорили, зачем вам доллары, у нас здесь рубли. Все в мире измеряется в долларах. Все товары, все услуги, вся прибавочная стоимость, эквивалент и мерила доллар. И поэтому говорить, что вот там у нас типа рубли, зачем вам доллар, это неправильно. Это неправильно, это либо люди, которые так утверждают, они сути экономических процессов не до конца понимают, либо они, судя по всему, делают умышленно такие утверждения для того, чтобы люди не покупали доллары и оставались дешевеющими рублями. Так, ну смотрите, вот индекс РТС, что примечательно, он очень сильно ходит за нефтью, очень сильно. Но он получается некая компиляция, с одной стороны цен на нефть, с другой стороны того, что происходит в экономике страны. Вот, соответственно, здесь мощнейший был чудовищный рост цен на нефть, 150-147,5 долларов за баррель. Потом было падение, потом был отскок до $100 за баррель. Ну там, по-моему, 120-130 она доходила там в 2011-2012 году. И что мы с вами видим? Отскок по нефти состоялся, индекс вырос, и потом он начал проседать. Казалось бы, ну вот же, до лета 2014 года, пока не возникло соглашение с Ираном, цены на нефть были выше $100, большей частью. Но индекс, как вы видите, не рос. Он, наоборот, даже начал падать и стагнировать. И здесь вот, соответственно, очень четкая грань по индексу ММВБ, она апрелем-маем 2011 года, по индексу РТС это где-то осень 2011 года, когда что-то в экономике пошло не так, и действующая модель, она по сути перестала работать. То есть экономика, она перестала надлежащим образом функционировать, развиваться. И вот как раз 2011 год, если судить по обоим индексам, и по рублевому, и по долларовому, он был разворотный, когда экономика перестала эффективно функционировать. В силу каких причин, ну, мы не будем здесь рассматривать, всегда есть какие-то причины. Итак, и далее, когда 2011 год произошел, когда был девальвационный шок, то есть, разумеется, индекс РТС, он упал. Вот как раз декабрь 2014 года. Долго он очень полз, восстанавливался, откатывался. И по сути, как мы с вами видим, никакого восстановления и близко даже до того уровня, который является
так называемым показателем кризиса 1700, его так и не произошло. То есть текущая ситуация в экономике, исходя из универсального стандарта мирового измерения на текущий момент доллара, она не восстановилась. И поэтому, конечно, фьючерс на индекс РТС и сам индекс РТС, который долларовый, они являются наиболее показательными, и они наиболее четко отображают те процессы, которые происходят. Соответственно, исходя из индекса РТС, никакого восстановления импортозамещения не произошло в экономике. И сейчас мы наблюдаем, на текущий момент был достигнут максимум, сейчас наметился коррекционный откат. И цель этого отката, первая, она находится в районе 1271. Вот. Критерий того, что этот откат произойдет, сейчас давайте посмотрим недельный график. И исходя из недельного таймфрейма, подошли к сильному сопротивлению, который 1399. Пробой данного значения приведет к тому, что по рынку разовьется коррекционное движение вниз. Цель этого движения первое будет 1332. Вот сюда вот это значение. Но ситуация здесь не настолько гиблая. Я бы даже сказал, здесь возможны варианты. Потому как и исходя из RGBI, и исходя из РТС, здесь вот возможен коррекционный разворот и движение с целью 1586. То есть, если сейчас вот этого пробоя не происходит в ближайшее время, я не знаю, что может произойти. Может быть, абсолютно решаться все вопросы по Донбассу, может быть, еще что-то. Но мы вполне, если в ближайшее время не будет вот этого пробития, можем увидеть коррекционный отскок в район 1586. Вот, поэтому на предстоящей неделе, переходя к дневному таймфрейму, для того, чтобы лучше понять ситуацию, можно выявить следующий момент. Вот у нас, поскольку мы все время как бы уменьшаем таймфрейм, то есть микроскоп увеличиваем, вот переходя к дневному таймфрейму, здесь получается, есть еще и другой уровень, который 1400, 1399, 1400. Вот здесь с одной стороны разворотная формация нарисовалась в конце, но эта разворотная формация, она достаточно слабая в силу ряду причин. Поэтому у нас, если не возникает в течение предстоящей недели вот этого пробития 1399 и нижняя граница где-то 1370 проходит, ну, даже 1400-1370, то у нас вот это приведет здесь к набору позиций и коррекционному отскоку. Ну, по дневке нету такой высокой цели на 1586, по дневке цель может составить 1530, вот сюда вот к этому значению. Вот. Итак, резюмируя текущую ситуацию, что мы здесь имеем? Если не происходит в ближайшие дни на фоне обострения пробития диапазона, то у нас может вполне произойти коррекционный откат, коррекционный отскок, цель его движения будет 1530, вот сюда вот к этому значению. В случае естественного хода вещей с эскалацией конфликта на Донбассе у нас здесь будет пробой, и соответственно по РТС первая цель движения находится в районе 1264. Возвращаясь к индексу ММВБ, недельный таймфрейм, у нас здесь формация, которая указывает на то, что весьма вероятно сейчас будет разворот и движение вниз. Первая цель движения это 3280, и в случае пробоя этого значения развивается движение, цель которого 2840, вот сюда вот. Переходя к более детальному рассмотрению, дневной таймфрейм, у нас здесь ситуация, она не столь тяжелая, как казалось бы, несмотря на то, что здесь у нас кто-то может разглядеть голову и плечи, вот одно плечо, голова, вот второе плечо. Ситуация здесь, с моей точки зрения, следующая. Вот здесь четко прослеживается уровень, который 3430, 3390, вот этот диапазон. Если этот диапазон не будет пробит, то в результате движения над этим диапазоном или может быть с небольшим задергом в него, здесь формируется набор позиций и последует коррекционный отскок, цель его будет 3600. В том случае, если мы пробиваем вот этот диапазон, то у нас развивается движение, первая цель которого
поддержка это 3260, вот сюда вот к этому значению. Если рассматривать и РТС, и ММВБ, то можно сделать вывод, что ситуация в российской экономике она не очень позитивная, но текущий момент, то есть неделя-две, если все-таки не возникает пробой сильных уровней, о которых сейчас мы с вами говорили, то вполне может произойти отскок и движение наверх. Почему такое может быть? Потому что масса негативных ожиданий, а самый верный покупатель это, конечно же, шортист. Так, друзья, далее давайте рассмотрим Газпром, недельный таймфрейм. Ну, с Газпромом здесь ситуация достаточно прозрачная. 220 у него уровень, если этот уровень пробивается, то Газпром понесут на 208,5. Но, несмотря на вот эту страшную закругленную формацию, которая указывает на то, что здесь уже начинается движение, цель которого уйти вообще на 196, если мы перейдем на дневочки, мы увидим, что 220 здесь выступает бронеуровнем, который каждый раз его подбрасывает наверх. Здесь, в принципе, можно разглядеть, опять же, голову плечи, как и на индексах. Но ситуация, с моей точки зрения, следующая. В начале недели, в течение недели, если не будет пробито 220, ну, 219,5, 220, то у нас здесь получается обычная консолидация, накопление, и она неизбежно приведет к отскоку и движению на 231. В том случае, если этот уровень будет в течение начала-середины недели пробит 220-219,5, то у нас здесь получается полнофункциональная голова и плечи. Вот, и, соответственно, эта фигура, она неизбежно ведет к движению, первая цель которого будет 208,5, вот этот сильный оранжевый уровень. Поэтому здесь, я думаю, с учетом текущих реалий, непростой геополитической обстановки, наиболее оптимально именно ориентироваться на то, будет или не будет пробит этот уровень 220. Если он длительное время не пробивается, ну сколько, несколько дней хотя бы, то отсюда весьма вероятно возникает отскок к верхней границе на 231. Если он пробивается, растет объем, то мы очень быстро можем увидеть движение на 208,5. Так, друзья, далее по металлургам засыпали. Давайте посмотрим металлурги, ММК, наша новая чугунная звезда. Здесь у нас на дневном таймфрейме появилась разворотная формация. Но эти разворотные формации и ранее они не давали реализоваться и упасть. С чем это связано? Это связано с тем, что растет спрос и цены на сталь. Это тенденция всего мира. Это следствие роста денежной массы, которая паркуется в сырье во все подряд, что немножко востребовано, туда сразу летят деньги. И поэтому Чермет, он оказался волей-неволей бенефициаром этого процесса печатания денег. Исходя из 4-часового таймфрейма, у нас по ММК получается картина, что мы запредельно выросли и дальше куда двигаться наверх совершенно не ясно. Вот. Что касается возможного коррекционного отката, да, он возможен, но на самом деле пока не будет пробития вот этого диапазона 59, 58,3, наиболее вероятно, что все эти движения до пробития вот этого диапазона, они будут выкупаться, и его будут выталкивать вот сюда, вот к верхней границе на 62,3, 63. В случае, если все-таки возникает вот этот пробой, то у нас первая цель движения, где могут откупить 57,3, но, скорее всего, в случае пробоя этого диапазона цель движения составит в районе 53,5-53. А сейчас на текущий момент, я думаю, здесь все-таки более вероятно коррекционное движение. Цель этого движения либо 60, либо потестить 59,3. Вот что будет здесь, это большой вопрос. Либо откуп, если сразу не пробивается, начинается консолидация. Ну а если сразу возникает пробой, то да, здесь развивается очень сильное движение вниз. Друзья, ну в общем-то все, основные моменты, основные мысли. То, что касается движений, это уже в рамках утренних дневных обзоров по наиболее ликвидным инструментам и бумагам. Спасибо за внимание, хороших выходных, удачи!